Всех приветствую на моем канале. Наш свитер мужской регланом сверху практически готов. Сегодня будет последняя часть, и посвящена она будет вязанию рукавов. Если быть точнее, то мы научимся собирать петли с подрезов, чтобы не было никаких дырочек в месте стыка регланной линии и самого подреза. Научимся выполнять и рассчитывать красивые убавления для ровного аккуратного рукава. Нам еще сегодня нужно вставить молнию, но в этом мастер-классе я об этом рассказывать не буду, потому что на моем канале уже есть мастер-класс как раз на примере этого свитера о том, как аккуратно вшить молнию, вязаное изделие. Я вам добавляю ссылочку в верхний правый угол экрана. Перематываете видео на 15 минут 20 секунд, и там будет показано, как вшить молнию. Давайте приступать. Нам не нужно рассчитывать количество раппортов на рукав, чтобы было все четко, чтобы влезало целое количество раппортов, потому что рукав будет убавляться. Поэтому расчет точного количества раппорта по рукаву не нужен. Мы можем на рукав разместить и 2,5 раппорта, и 3,5 раппорта, как будут позволять нам сами петли рукава. Мы берем спицы нашего основного размера и будем начинать поднимать петельки с подреза. Подрез у меня 18 петель, а поднимем мы с подреза всегда на одну петлю больше. То есть я подниму 19, 18 плюс 1 петля. Начинать будем с центра подреза. Мы петли подреза набирали на воздушную цепочку. И теперь по воздушной цепочке имеются вот такие вот протяжки из наших синих петелек. Вот эти вот протяжки мы будем подхватывать. Я начинаю с середины подреза. Берем рабочую нить синего цвета, также в 2 сложения. И подтягиваем под эту протяжку. Получилась первая петля. Подхватываем вторую протяжку. И также набираем петлю. И проходимся таким образом по всем протяжкам. Я уже подхожу практически к окончанию. Набрано уже 7 петель. Поднимаю 8-ю. И посмотрите, где у меня будет 9-я петелька. Вот она держится на последней ниточке нашей воздушной цепочки. Поднимаю эту петельку, и обязательно я ее делаю скрещенной. Посмотрите, как мы ее будем скрещивать. Мы смотрим на наши регланные прибавки. Вот в какую сторону вот эта вот петелька скрещена, мы в такую же скрещиваем и вот эту петельку. У меня идет поворот вот таким образом. То есть я ее так поворачиваю и набираю петлю. Дальше, чтобы не было отверстий между подрезом и петлями рукава, необходимо вот в этом месте подобрать будет еще одну петельку. Я также вот смотрю на вот эту последнюю скрещенную петлю, это регланная прибавка. Я вижу, какую петельку она тянет. Вот эту вот. Да, вот она, эта петля, регланная прибавка, и вот дальше от нее нитка проходит. Я вот эту вот ниточку и подхватываю, и также мне эту ниточку нужно будет провязать скрещенной петлей. Вот хорошо видно, да, вам, что вот она, регланная прибавка, и вот дальше от нее отходит вот эта вот петля. Опять же, поворачиваю точно таким же образом, как у меня повернуты регланные прибавления, петельку, и скрещенно ее выполняю. Вот видите, она стала скрещенной. И скрещена в ту же самую сторону, что и регланное прибавление. Дальше переходим на петли рукава. Но сначала вот эту вот петельку, которую мы набрали между рукавом и подрезом, просто отметим маркером, потому что это лишняя петля, и дальше мы ее должны сократить. Переходим на петли рукава и вяжем все петли рукава просто лицевыми.
Я провязала все петельки рукава. Дальше, прежде чем перейти к петлям подреза, нужно опять же набрать дополнительную петельку. Я смотрю на петлю, которая отвечает у меня за регланное прибавление. Вот она, эта скрещенная петелька. Ее хорошо видно. Тяну за ее ножку. Вижу, какую она ниточку, петельку подтягивает. Вот ее и подхватываю. Опять же смотрю, в какую сторону повернута у меня вот эта петля от регланного прибавления. И в ту же сторону повертываю вот эту ниточку вытянутую. И провязываю лицевую петельку. Эту петельку провязанную также отмечу маркером, потому что в следующем ряду ее нужно будет убавить. Это лишняя петля. Дальше мы переходим к петлям подреза. Посмотрите, вот у меня наборная цепочка воздушная. Вот ее последняя петелька этой воздушной цепочки. И вот ниточка, которую она держит. Подхватываю эту ниточку, также ее скрещиваю, как регланное прибавление, в ту же сторону и набираю петлю. Дальше перехожу к нашей воздушной цепочке и поднимаю петельки по воздушной цепочке и провязываю их лицевыми. Обратите внимание, сколько петель у нас по подрезу будет. Их легко посчитать. Они будут находиться как раз между вот этими маркерами. Их должно быть на одну больше петель для подреза. Я подняла все петельки по второй части подреза. Посчитайте петли между маркерами. Их должно быть, как я уже сказала, на одну больше, чем петель подреза. У меня 19 петель. То есть мы не пропустили ни одну петельку. И после того, как мы уберем воздушную цепочку, у нас петли не выпадут. Первый ряд мы провязали. Сейчас провяжем еще один ряд нитью синего цвета и уберем вот эти вот лишние петельки, которые у нас отмечены маркером. Я сейчас вяжу петли лицевыми, не дойдя до вот этой петельки одну петлю. Если у вас спицы на короткой леске, отметьте место начала ряда. Посмотрите, вот у меня петля отмечена маркером. Я не довязала одну петельку. Маркер убираем. И 2 следующие петли вяжем вместе за передние стенки. Наклон должен быть в правую сторону. Вот мы убавили лишнюю петельку. И дальше вяжем все петельки лицевыми до другого маркера. Я довязала уже рукав до следующего маркера. Убираю маркер и следующие 2 петли буду вязать вместе лицевой с наклоном в левую сторону. Вот видите, здесь у меня вот видно эти 2 петельки скрещенные. И сейчас мы будем их убавлять. Мне нужно петельки просто повернуть на спице, чтобы их вязать именно за заднюю стенку. И вяжем их за заднюю стенку, наклон убавления в левую сторону. И довязываем петли рукава до конца. Все, на этом петли рукава подняты.
В итоге у меня получилось на спицах всего 93 петли. Посмотрите, как аккуратно выглядит место перехода между рукавом и подрезом. Здесь нет никаких отверстий. Все очень красиво получается и аккуратно. И сейчас нам нужно будет рассчитать, как мы будем вязать убавление рукава. Рассчитать убавки в рукаве очень-очень просто. У нас на рукав идет всего 93 петли. Мы уже можем предположить, сколько мы петель хотим сделать рукав в области запястья. То есть нам легко измерить. У нас связан уже целый свитер практически. Я хочу сделать 28 сантиметров или 60 петель. Не забываем, что количество петель манжеты должно хорошо укладываться в резинку. У меня раппорт резинки 5 петель, поэтому и количество петель на манжету должно делиться на 5. Я беру 60. В итоге у нас 93 петли, хотим мы сделать 60 петель, 93 минус 60, я получаю, что 33 петли я должна убавить. Так как мы будем выполнять в одном ряду 2 убавочки, то есть в начале и в конце ряда, поэтому эти 33 петли, которые нужно убавить, я делю пополам и получаю, что у меня должно получиться 16 убавочных рядов. Дальше я должна определиться с длиной рукава. Я уже измеряла, что от ворота и вот до этой косточки на руке длина рукава должна получиться 64 сантиметра. Это без учета манжеты. И 22 сантиметра у меня уже вот связано. Это наша кокетка. То есть осталось связать еще 42 сантиметра. Здесь понятно, да, от общей длины рукава, от 64, я уже вычла вот это расстояние. Получаю 42 сантиметра мне необходимо связать. У нас уже есть тушка нашего свитера. Мы берем, отмечаем сантиметровой лентой 42 сантиметра и считаем количество рядов. В моем случае это получается 113 рядов. То есть мне необходимо довязать еще 113 рядов рукава. Я уже знаю, что всего у меня должно быть 16 убавочных рядов, поэтому я эти 113 рядов делю на 16 и получаю 7. Таким образом, в каждом 7 ряду я буду убавлять 2 петли. В нашем рукаве есть еще некоторая сложность, это узор, поэтому нам необходимо сделать дополнительные расчеты для узора. У меня рукав 93 петли, раппорт узора 32 петли. Я делю 93 на раппорт, на 32, получаю, что у меня войдет в наш рукав 2 целых раппорта. И я их маркерами отмечаю, точно так же, как мы отмечали раппорты на тушке свитера. Посмотрите, как отметить раппорты. Мы берем центр нашего рукава, то есть как бы плечевой шов, вешаем туда маркер. И от этого маркера в одну сторону 32 петли и в другую сторону 32 петли. Если у вас получилось нечетное количество раппортов, то вы тогда от этого центрального маркера в одну сторону 16 откладываете и в другую сторону 16. И у вас вот так вот раппорт будет как бы по центру рукава. И потом сюда один раппорт и сюда один раппорт. Всего 3. У меня получилось 2 раппорта. И с одной стороны у меня осталось 14 петель, с другой стороны 15 петель. В этом нет ничего страшного. Не старайтесь разместить четкое количество раппортов, как мы делали по тушке свитера, потому что рукав будет все равно убавляться. И поэтому у нас здесь будет срезаться узор. Разметили маркерами наши раппорты узора. И теперь берем нашу белую нить и начинаем согласно схеме вязать узор. Смотрите, у меня вот здесь до начала раппорта 14 петель. Поэтому я начинаю наш рукав с того, что вот эти 14 петель вяжу как последние 14 петель раппорта узора. Начинаем с убавления петель. Как я уже сказала, в одном ряду у нас будут 2 убавления. И первое
убавление мы свяжем не в начале ряда, а в конце, чтобы между убавлениями не было ступеньки. Согласно схеме мне нужно провязать сначала 2 синих петельки, потом 1 белая. Первое убавление мы свяжем не в начале ряда, а в конце, чтобы между убавлениями не было ступеньки ряда. То есть сейчас мы вяжем петли согласно нашего узора, пока у нас до конца ряда не останется 2 петли. Здесь при вязании жаккарда не нужно будет сдвигать стык рядов, то есть снимать петлю не провязанной, как мы делали на тушке. Пусть будет здесь по рукаву как бы шов и стык наших рядов, потому что нам нужно будет здесь потом выполнять убавление. Узор будет все равно срезаться, и поэтому нету смысла поддерживать жаккард без ступеньки при круговом вязании. Вот у меня осталось 2 последних петельки до конца ряда, и я их вяжу 2 вместе с наклоном в левую сторону. Петельки разверну, чтобы провязать их за заднюю стенку. Первое убавление готово. И второе убавление вяжем сразу же в начале следующего ряда. Тогда у нас между убавками не будет никакой ступеньки. Вяжем, начинаем новый ряд и начинаем его с убавления, с наклоном в правую сторону. То есть я подхватываю за передние стенки 2 петельки и провязываю их лицевой. Все, следующие убавления будем делать в 7 ряду. Также убавления вяжем в конце с начала ряда, а затем в начале, чтобы они были на одном уровне без ступеньки. После самой первой убавочки я уже связала 6 рядов, и сейчас в конце следующего ряда, то есть 7-го, вновь провяжу 2 последние петельки вместе. То есть сейчас все вяжем петельки лицевыми, пока не останется 2 последних петли. Посмотрите, как у меня состыковались ряды. То есть здесь образовалась ступенька, но в этом нет ничего страшного, потому что раппорт узора все равно не законченный. И здесь у нас будут продолжаться формироваться убавления. Вот у меня осталось 2 последние петли, и я их вяжу вместе за задние стенки. Петельки поворачиваю. И теперь в начале ряда точно так же 2 вместе, только за передние стенки. И таким образом мы продолжаем вязать рукав на нужную длину, выполняя убавления в каждом 7-м ряду. Я уже выполнила весь орнамент по рукаву. Посмотрите, как выглядит стык рядов, где мы выполняли убавления. Очень аккуратно идет. Узор, опять же, здесь я никак не умещала, просто стык делала, как попадет, со ступенькой, точно так же, как при вязании вот этих вот белых снежинок. В стык оленей я тоже сильно не запихивала, то есть у меня вот где влезли целые кусочки, вот здесь вот снежинка, я их вышила, и с другой стороны. А кусочки оленя я уже здесь вышивать не стала в шве. Все, теперь дальше уже продолжаю вязать рукав только нитью белого цвета. Также в каждом 7-м ряду выполняем убавление. И затем закончим наш рукав точно так же резинкой, как мы вязали по тушке нашего свитера. Я довязала уже весь рукав. Получилось у меня 16 убавочных рядов. Вот их видно, эти убавления, они декоративные, аккуратные. После последнего убавления я провязала еще 6 рядов. На спицах у меня сейчас осталось 61 петля. И я сейчас провяжу еще один ряд и в конце сделаю последнее убавление. Я провязала убавку в конце ряда. Теперь на спицах у меня 60 петель. И дальше я перехожу на вязание манжета. Вязать его буду точно так же, как по низу нашего свитера.
Я выполнила манжет, закрыла петельки, также назад иголкой. Наш рукав готов. Теперь мы в точности также вяжем и второй рукав. Я выполнила оба рукава. Теперь нам нужно убрать вспомогательную цепочку из воздушных петель. Для этого мы просто распускаем цепочку. И постепенно выдергиваем рабочую нить. Получаем красивый подрез без дырочек. Очень аккуратно все смотрится. Теперь нам осталось провести влажностно-тепловую обработку нашего свитера, и потом мы будем вставлять замок. Я выстирала уже свитер. Еще один момент: обязательно перед стиркой я спрятала все хвостики. Кстати, как прятать хвостики и как вообще можно вязать без узлов, на моем канале есть видео. Ссылку я оставлю в описании под видео, можете перейти посмотреть. Там подробно будет показано, как прятать хвостики аккуратно, чтобы их было не видно, чтобы они не вылезли впоследствии. Получается достаточно аккуратная изнаночная сторона. После стирки также очень хорошо приминаются вот эти вот протяжки от жаккарда. Теперь свитер готов к тому, чтобы вставить молнию. Как красиво вставить молнию, на моем канале уже есть мастер-класс. Я снимала его как раз на примере этого свитера. Поэтому, пожалуйста, зайдите в описание видео. В описании есть ссылка прям по времени. То есть вы нажимаете на время и попадаете сразу же на нужную минуту видео. На этом наш свитер готов. Благодарю вас, что вы были вместе со мной все эти части. Если вы связали такой свитер, очень буду ждать ваши фотографии. Присылайте мне в Инстаграм, ВКонтакте или в Одноклассниках, или в Фейсбуке. Все ссылки на мои соцсети будут в описании под видео. Но у меня на этом все. Не забывайте также нажать лайк. Подписывайтесь на канал. Будет много всего интересного. В комментариях под видео пишите ваши впечатления. Пишите, что бы еще хотели повязать для мужчин. Ну а я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Всем пока-пока.